Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за вашу поддержку, за ваше внимание, за лайки ваши, комментарии, подписки. Благодарю. Благодарю за вашу активность на канале. Вот сегодня, кстати, по просьбе моей прекрасной, замечательной подписчицы Елены будет сделан расклад. Тема звучит так. До тебя он был другим, что изменилось в нем после общения с тобой? Вот, как-то так. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Если вы не смотрели эти ролики, начните с них. Там собран психологический опыт, который сделает вас неуязвимой для манипуляторов и хейтеров. Итак, ну а тема расклада, напоминаю еще раз. До тебя он был другим. Что изменилось в нем после общения с тобой? Сегодня мы с вами рассмотрим, каким он был до общения с вами, да? Его состояние, взгляды на отношения женщин, чувства до вашей встречи. Все, что покажут, все, что подсветят, мы озвучим. И что изменилось после общения с вами? Что нового появилось в его восприятии любви, близости, там, и женщин, да, вот восприятие женщин благодаря вашему общению. И посмотрим еще, что осталось с ним сейчас, какой опыт, образ или внутренние изменения продолжает влиять на него сегодня. Он мог не показывать тебе, насколько сильно на него повлияло ваше общение, да, но человек может забыть слова, встречи и даже обстоятельства, а внутренние изменения, они остаются. Мы сравним его состояние до тебя и после тебя и узнаем, что именно в нем стало другим. Итак, начинаем. Первое. Каким этот был мужчина, каким он был до общения с вами, да? Его состояние, взгляды на отношения женщин, чувства до вашей встречи. Каким он был? Таким ты и остался, степной орел. Сразу показано в доме, в котором он находился, ну, не знаю, то ли семья, то ли вот под одной крышей с кем-то он тут. Почему-то как-то невозможно. Сейчас я уточню. То ли счастливым ему невозможно там было быть. Каким он был? Он был гармоничным, хотел сказать, нарциссом, павлином. Вот тут, павлин. Тут странные карты, каким он был. Сейчас я буду все раскрывать. Не все так однозначно, да, как говорят. Так, что невозможно? Общий дом. Невозможно черное-белое. Это о чем вообще это на него? Любить невозможно. Ну, другими словами, вот там, где он находился, в этом доме, да, допустим, карта дом, невозможно ему было... Ну, может, он не любил, он не чувствовал этой любви. Вот тут как-то так. Сердце было закрыто. Он не любил. Ну, показывает так карты. Так, при этом карта диссонанс. Еще тут этот мужчина, он, знаете, диссонанс. Он показывал одну картинку у себя, да, допустим, вот одну свою там маску какую-то демонстрировал. На самом деле он был другим. Я спрошу, чего это больше касается, потому что вот карта, вот смотрите, диссонанс и карта дуальность, белая, черная. То есть показывал он там то, что, может быть, хотели видеть, да, окружение какое-то, может быть, на работе, может быть, там, если карьеру строил, то вот такой какой-то образ, он лучше помогал выстраивать карьеру, да, и в этом социуме сосуществовать. А на самом деле какую-то часть своей жизни тут он скрывал. Ну, давайте диссонанс. О чем это больше? Карта сколько чего это касается. Удача. Всадник. Разрушение. Ну, что они мне показывают, я то буду вам читать. Вот чего это касается? Диссонанс. Что он показывал? Показывал, допустим, опять-таки маску какую-то носил, что все у него хорошо, прекрасно, может быть, в этом доме любовь, там, мир, взаимопонимание.
А на самом деле, смотрите, он скучал по каким-то острым ощущениям. При этом он четко понимал, что если он будет поддаваться на эти какие-то искушения, карта всадник, это, прискакал там, близость получил с женщиной, какой-то секс, может быть, яркий. Ускакал без каких-то там даже обязанностей, без, вот как это, как сказать, без продолжения, да, вот. Все равно как будто он боялся угрозы того, что эта башня, это разрушит его карта дерева, семью. Для него была удача, карта удача рыбы, если где-то, может быть, он мог себе это позволить, какое-то приключение, да, такое вот романтическое. Где-то это может быть, я уже не знаю, командировка куда-нибудь в тундру, в какую-то там, или уж не знаю, в джунгли какие-то, где точно он знает, что больше он с этой женщиной не пересечется, не приведи Господи, никто не узнает. Мне как-то так это показывают. То есть я не вижу, что он прям в открытую тут с кем-то там проводил жаркие какие-то ночи. Потребность в этом, вот, эмоционально-чувственных наслаждениях, она была у него, она сохранялась, он поэтому скучал. Знаете, как будто бы в молодости, может быть, был довольно-таки активный, и этого всего хватало. А потом вот тут святая вода, может быть, там, действительно он, там, если не свободен мужчина, сказал, все, да, я несу ответственность, я там обещал этой женщине там быть верным. Он будто бы это все понимает, но так не хватало ему вот этих вот каких-то тут эмоций. И опять-таки карта башни и дерева. Это разрушительно может сказаться на его семье, карта дерева, может быть на его образе, амплуа вот этом его. Тут вот как-то так мне подсветили. Следующее. Как я могу прочесть? До вас, каким он был? Он себя очень любил, павлин, умел свои эти перышки расправить, оперение это свое, впечатлить, сделать акцент на своих достоинствах, подчеркнуть максимально. Тут распиарить себя мог. При этом я не могу сказать, что он тут прям, знаете, ноль какой-то. И нет, вполне возможно, это интересный мужчина, который действительно привык к восхищенным этим женским глазкам, к вниманию вокруг себя. Тут, может, и внешность какая-то такая. Но тут другое. Тут он довольно-таки уверен в себе был. Знаете, и акцент делал на этих достоинствах. И он четко знал, на что нужно сделать акцент для того, чтобы зацепить, кого-то привлечь. Он в этом был довольно-таки гармоничен. Вот как-то так. При этом павлин — это еще карта, знаете, которая говорит о том, что в любом из нас есть недостатки, у любого из нас, да, какие-то там нюансики, которые мы хотели бы подкорректировать, дабы не все знали об этих недостатках, каких-то нюансах. А он настолько вот умело это все вот так вот ретуширует. Вроде бы вы можете увидеть этого мужчину, там, пообщаться с ним и подумать, бог ты мой, я этого мужчину всю свою жизнь ждала. Это же просто идеал, это мой принц, тот самый. А потом через время уже вот эти вот какие-то нюансы начинают всплывать из прошлого, какие-то истории не очень красивые, да, его там поступки, его проявления, может быть, с женщинами какие-то взаимоотношения. Тут, и ты думаешь, бог ты мой, если бы я знала об этом, я бы его к себе близко не подпустила, я бы на одной там, не знаю, скамеечке с ним бы не сидела бы, еще что-нибудь такое. Еще какой он был, я вам хочу сказать, он хороший психолог, он мог быть очень нежным, ласковым, карта нежность и карта дьявол, но и в нем, может быть, потребность в этом была, не закрыта вот эта потребность. Не знаю, вот ему этого хотелось, вот где-то, может быть, не просто самоутверждение, а ему, может быть, хотелось вот именно вот таких каких-то чистых, нежных, каких-то эмоций. Но тут рядом карта дьявол. Не в том плане, что это обоюдно будет. Это в том плане, что ему интересно было, допустим,
Ну, как я это вижу? Вот какая-то девочка, если она не особо искушенная, уж точно она не манипулятор, уж точно у нее тут опыт какой-то, тут нету такого опытная, прожженная какая-то, которая там скажет: ой, дорогой, я там, где ты учился, я преподавала. Не-не-не, ему это не интересно. Ему нужно вот как будто бы ему самый кайф, самоутвердиться и влюбить в себя вот какую-то такую вот прям. Ну, не обязательно это возраст нежный, это просто какая-то душа такая чистая, наивная. Где-то может быть женщина, которая вот влюбится в него, и он увидит вот это вот какой-то тут взгляд этой женщины, которая ради него готова на все, ну, или почти на все. Вот тут карта это дьявол, это вот так вот. И он мог вот как-то так вот подход найти к любой. Я тут думаю, он почти к любой мог найти подход. И он убедителен, карта гармония, в этой нежности, в каких-то таких проявлениях. И тут же он мог вот по дьяволу, я думаю, тут какие-то манипуляции могли быть. Тут могли быть чуть ли не пикаперские вот эти многоходовочки. Тут могли быть, тут он вроде как бы нежно к вам относится, и тут же он может как-то отмораживаться и делать вид, что вы вообще чуть ли не незнакомы. Да, вот, ну, вы поняли, да, вот тут холодом каким-то обдавать. Тут какой-то такой мужчина, не знаю, вот таким он был до вас. Все-таки я еще вытащу дьявол этот его, о чем это? На него дьявол. Ну, давайте так, дьявол, в принципе, на него, он очень яркий, сексуальный, харизматичный. Сексуальная сторона жизни для него имеет огромное значение. Темпераментный, страстный. В принципе, энергия такая могла бить через край. По дьяволу в любых обстоятельствах выживет, приспособится, при этом хорошо приспособится. Никогда сам не останется. Вокруг него будет вот этот ажиотаж, движ. Он очень интересен и для мужчин, для женщин, харизматичный. Психолог замечательный тут. Сильный. Вообще он сильный очень. Карта сила. Ну, я на дьявола докладывала. То есть играть с ним в какие-то игры, манипуляции, это заранее проиграть. Тут если можно ему противостоять, это если уже ставить так вопрос, ну, хотя зачем мужчине с женщиной воевать, но тут если какие-то тут психологические опять-таки, применять тут, уже не знаю, ходы, многоходовочки, девочки, он настолько силен в этом всем, он будто бы насквозь видит все это. Он сам по себе такой. Ну, дьявол, не знаю. Дьявол силы, я не буду дальше эту тему развивать, но такой. Ой, вот такой, если, конечно, в жизни попадется, то точно он зацепит и оставит в вашей жизни след надолго. Тут на всю жизнь такое оставит. Теперь самое интересное, что изменилось после общения с вами, вот у него в его жизни. Вот это уже мне интересно сейчас. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, вопрос. Что изменилось после общения с вами в его жизни, с ним, в нем? Что нового появилось в его восприятии любви, в близости, да? Может быть, после общения с вами, как он на женщин, по-другому как-то, может, начал смотреть восприятие женщин благодаря вашему общению. Что изменилось? Ух, прям интересно, что изменилось? Ох. А что это такое? Ух ты мой, невозможно. Доска. Одиночество. Ограничения. Что изменилось после вас? Ведьма пришла. Ну вы ведьма, все ясно. Все изменилось. Все изменилось. Угу. Угу. Девочки, а он подвис на вас. Он залип. Он залип. Карта зависимости. Карта музы, яркой харизматичной женщины, которая
вдохновляет, наполняет энергетически. Рядом с вами солнце ярче, трава зеленее. Женщина, которая сама по себе эту энергию, она вырабатывает, аккумулирует вокруг себя, распространяет эту энергию. Такая женщина, она, с одной стороны, конечно, очень притягательна, и, я думаю, не только для мужчин, тут, в принципе, для всех, для мужчин, для женщин. Вы, я думаю, оптимистка, тут вы поддержите, наполните, такая. Плюс по этой карте женщина, которая умеет подчеркнуть свои достоинства, какие-то там женские тоже качества. Он там павлин выходил, а тут вы такая вышли. Но тут не павлин, тут муза. Ну, тут, я думаю, после общения с вами он на женщин по-другому начал смотреть. Он начал замечать в них те качества, на которые раньше, может, не обращал. Это энергетика. Это это состояние рядом с женщиной. Не просто внешность, не просто там, уже не знаю, стиль, в одежде, там подача себя, сексуальность, харизма, это все, да, но тут основная энергетика, он как будто по энергетике сейчас больше залип, и он понимает зависимость рядом с вами, а таких мало энергетически, таких наполненных, да, он ищет таких, мне показано, да, он ждет, он надеется, то, что такая будет, но это зависимость от этой энергии вашей, вкусной, сладкой, от того, что, может быть, даже заставляла его рядом с вами чувствовать себя, мужчиной, еще более ярким красавчиком, таким да, рядом с вами, классно было. Плюс ведьма, он понимает, что не зря вы в его жизнь пришли, после вас все изменилось. Ведьма — это женщина, которая, знаете, может, он и думал тут вас в чем-то перехитрить, но я не удивлюсь, если он перехитрил самого себя. Это из той серии манипулировал, переманипулировал, да, мог сделать больно самому себе. Опять-таки, тут тоже сюда это женщина непонятная по этой карте, ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, которая, чем больше с ней общаешься, тем больше вопросов, притягательна, как непрочитанная книга, опять-таки сюда все это. Он воспринимает этих женщин абсолютно по-другому, это точно. Так, в отношениях близости тут тоже что-то мне непонятно. Знаете, такое, как будто бы сейчас ему тоскливо. Тут карта такая это сродни карте повешенной, это утопленник карта. Тоскливо почему? Потому что карта невозможно. Он не может найти, как вам сказать, тут в прямом смысле даже сказать, вторую свою половину. Не может найти покоя, не может найти половину. Он чувствует себя одиноким. Карта одиночества, пронзительное одиночество. Если раньше он если и был одинок, хотя этих карт не попадало таких карт, там было павлин, красавчик, люблю себя, кайфую, то сейчас что-то все изменилось. Тут ограничения. И интересно, одиночество, ограничение, ведьма. Ох, я не удивлюсь, если у него тут мысли в голове были. Боже, после этой ведьмы в моей жизни все пошло наперекосяк. Но сказать, что именно прям наперекосяк, это его просто восприятие. И тут у него как ломка. Ломка его каких-то, может быть, даже шаблонов. Может быть, даже, да, тут видение самого себя. Может быть, того, что весь мир для него. Я такой супер красавчик, я на коне. Тут таких карт уже нет. Тут карта, этот утопленник, это как человек, как неприкаянный какой-то. Невозможно быть с той женщиной, с которой хочу быть. Или невозможно быть с той самой. Или, в принципе, вторую половинку я не могу найти. Мне хреново. Я одиноким себя чувствую, плюс в каких-то ограничениях. То ли не могу быть с этой ведьмой, потому что ограничения, то ли вы не свободны, то ли он может быть с кем-то другим. Тут что-то такое. Что показывают мне,
Я то и озвучиваю. Завис, подзавис. 100%. Так, давайте я еще вытащу. Мне интересно, что у него изменилось после встречи с вами, да? После общения с вами. Его карта. Рыцарь. Ребенок. Ну, опять у меня карта сродни карте одиночества. Ракушка. Как запился он в эту ракушку. Что-то... Все, больше ничего. Тут у него запущен такой процесс. Если раньше показали картинку движ, веселый, общительный, там девушки на него прям табунами, и он красавчик, ловил кайф от того, что, может быть, даже какую-то там девушку в себя влюбить, даже вот проявиться, самоутвердиться, то тут карты вообще другие. Тут какие-то карты, его карта, карта парень, карта рыцарь, карта ребенок и ракушка. Знаете, как будто бы человек, я не буду говорить, что тут у него экзистенциальный какой-то кризис, да, он смысл жизни ищет, да, поиск, может, смысла жизни. Но тут тоже такое может быть, я вам хочу сказать. Почему? Потому что рыцарь, с одной стороны, вот несется на коне, это может быть по привычке, он какие-то свои там дела, карьеру строит, да, заканчивает уже какие-то там свои вот эти вот у него планы, там он это воплощает все. По привычке он в этом социуме тут с поднятым этим мечом куда-то несется, отражает какие-то удары, да, но при этом, а внутри, карта внутри, как ребенок и карта ракушка, хочется забиться внутри, то есть тут диссонанс какой-то. Опять-таки, как будто бы маску носит вот такого тут защищенного. Видите, рыцарь, он, во-первых, что на коне несется с мечом, и главное, он полностью закрыт в этих доспехах, то есть неуязвим. А внутри душа его, душа кричит, душа уязвима, а душа требует совершенно всего другого. Как будто бы, вот как два человека, показывает маску, живет в этом мире, а вот эта душа, а дальше пустота, ракушка, как будто бы потерялся. Так, ну я уточню. Ребенок, это он как ребенок. Да о чем? И он говорит, я не могу в социуме, карта ребенок, карта в социуме игра. Он говорит, я не могу быть в социуме вот таким вот ребенком, наивным, может быть чистым, в плане, вы поняли, да, доверчивым, искренним. Я таким могу быть только с самим собой. Вот по факту получается, таких людей мало. Может быть, до него доходишь с вами, он мог таким быть. Вы как будто бы как открыли у него потребность, ну даже, знаете, его души где-то, может быть, даже быть искренним самим собой. Если он вопросы такие задает самому себе, а какой же я, а чего истинно я хочу, то у него тут, повторюсь, такой диссонанс. Он говорит, вот я должен удержать лицо, марку, там, вот для того, чтобы в бизнесе, там, в этом окружении, карта социума уже, в котором он там находится, какая-то игра, я должен играть по этим правилам, да, никого не интересует то, какой я там внутри. Тучи. Смотрите, что он тут показывает. Я спрашиваю, тут как эта ракушка, он забился как ребеночек, вот он никому не показывает, какой он, какие у него потребности истинные. В этот панцирь как забился. И тут он мне показывает высшее я, где-то уязвленный эгоизм. Из-за чего? Из-за того, что карта тучи, все складывается не так, как он привык, не так, как он хочет. Все пошло наперекосяк, кстати, после встречи с вами. Ну тут вы просто, ну тут, наверное, как кармический партнер. Вы как его взбудоражили, заставили, правда, по-другому к себе относиться, смотреть на себя по-другому. Тут ценности поменялись у него. И он говорит, смотрите, мост, как будто бы я никому не могу показать того, что карта сердца. Я нуждаюсь в этой любви, мне нужна эта любовь, я хочу любить.
Вот. То есть в этом социуме, вот в этом каком-то его каждодневном, ну не знаю, тут общении с кем-то, тут как будто бы другие правила, тут другие устои, тут запросы, тут критерии другие. Как-то так. Я даже не знаю, что тут еще сказать. Ну, запрос сохраняется по поводу любви, по поводу искренности, чувств этих, эмоций. Он понимает, как будто бы какая-то часть внутри него, вот душа его, тянется. Вот тут чистота, вот как у ребенка восприятие. Ему хотелось бы все это иметь, но с другой стороны, оно ему все не дается, может быть, потому что человек то ли пытается на двух стульчиках усидеть, то ли не проявляется, да, боится потерять то, что там нажито непосильным трудом. Я не обесцениваю. Ну, действительно, мужчина мог прилагать очень много сил, там, годами, десятилетиями, там, созидать что-то. Но тут у него, как, знаете, вот даже не то, что там его раскачивают, просто у него вот маска. Вот я живу вот так в этом мире, вот меня видят таким. А то, что внутри меня, это запрос на эту любовь, это желание быть любимым. Я это скрываю все за вот этим панцирем. И дальше белая карта. Все, больше он как будто бы даже не хочет на эту тему разговаривать. Я вам хочу сказать, нет у него тут особо человека, которого бы он так, ну, может, женщину любил. Если это вас касается, то вы в нем это разбередили, эту рану, душу ему разбередили. Вы заставили посмотреть по-другому. Прежде всего, ему на него самого. Как-то так. Так, проверяю, пишу я или не пишу. Пишу. Следующий у нас вопрос немаловажный. Что осталось с ним сейчас, да? Что с ним осталось после общения с вами? Сейчас узнаем. Что осталось с ним сейчас? Какой опыт, образ или внутренние изменения продолжает влиять на него сегодня? Он так ищет какие-то сведения, новости о вас, о вашей, вот ваша энергетика, харизма, вашей жизни, ваших каких-то, я не знаю, может быть, там, хотел сказать, приключениях. Ну, о вас. Ему интересно все. Вы для него так и не познанная, так и не прочитанная карта фея. Это что-то такое волшебное, нестандартное. Так, что осталось с ним сейчас? Вот новости я уже сказала, он собирает по поводу вас, интересуется тут. Интерес такой считывается. При этом он максимально камуфлирует это все, скрывает. О чем это? По карте хитрая лиса, карта принц. Внешне, что осталось с ним сейчас? Внешне он так и создает этот образ карта принц. У меня все не просто шикарно, роскошно, великолепно, по-королевски. Я тут могу себе много чего позволить. Чуть ли не все, что хочу, я могу себе позволить. В том числе, может, и во взаимоотношениях. Все у меня великолепно. Но тут карта эта лиса хитрая. Это говорит о том, что, опять-таки, он этот образ транслирует так, как ему так удобно. Закрываться где-то, не раскрываться, быть неуязвимым вот таким образом. Так, а тут вот интересно, что осталось с ним сейчас. Карта жадины, карта человека, который с завязанными глазами находится. Так, это о чем? Не совсем понимаю. Он до конца не знает,
вот тут не зря там у нас вышла, да, карта перед этим, где его характеризуют как, с одной стороны, рыцарь, да, который мчится на коне, вроде такой мужественный, человек четко знает, что хочет, там, вижу цель, не вижу препятствий. С другой стороны, тут же ребенок, который забился в эту ракушку, закрылся и ищет любовь, нуждается в любви. Вот. А тут вот показано, вот, что с ним сейчас. Вот этот опыт, это как бы процесс, он запущен. Он до конца не знает, как вот ему теперь с этим быть, как жить. У него глазки завязаны. Ангел и демон, он пробует еще старые какие-то как бы алгоритмы, да, вот как вот раньше он проявлялся. То, что приносит, какие приносят это результаты, его не совсем это удовлетворяет. Он пытается по-другому, может быть. Ангел, демон, он пытается по-другому как-то уже себя где-то проявлять, по-новому ищет. Но это не так, что резко он был там одним и стал совершенно другим человеком. Нет, он как будто бы в поиске самого себя, может, проявлений каких-то новых, вот как-то так. При этом... Если он во взаимоотношениях, то все-таки карта аисты, дом, семья с какой-то женщиной, ну тут карта воительница. Если вы знаете, что он не свободен, опять-таки, есть там детки, есть женщина какая-то. Тут женщина с мечом, она холодная, она тут может его контролировать, пытаться контролировать. Тут карта жадины. Он как будто бы вообще тут ей, может, материально перестал, да, там, не знаю, в какой-то степени так спонсировать, как раньше спонсировал материально. Может быть, эмоции какие-то, если он в ее сторону были раньше, там, какие-то там эмоции проявлял, то сейчас он не проявляет вообще никак. Более того, может тут он даже копить на что-то параллельно, там, если находится он в взаимоотношениях, там, дети, может он там себе на квартиру какую-то отдельно пытается накопить, какую-то недвижимость себе приобрести. Вот что-то так тут даже. Как будто бы он задумался тоже о взаимоотношениях вот в семье. Тут вот аисты, это женщина. При этом, что осталось с ним сейчас, ему очень интересно сейчас карта книга. Может, психологией увлекается, может быть, вот взаимоотношения мужчины и женщины. Он тут все подходит. Так, серьезно. Ну, он знания эти хочет получить и применять он эти знания хочет. В первую очередь для чего? Для того, чтобы разобраться в самом себе даже. Ангел и демон. Вот, и карта книга, все сюда. Ну, то есть, процесс вы точно тут запустили. А для него вы так и остались вот этой музой яркой, харизматичной, которая новости какие-то ищет, собирает. Карта феечка, это что-то такое нереальное, это что-то такое нестандартное в его жизни, как будто бы это было. Но он тут даже в карте Лиса и принц, он боится об этом даже кому-то рассказать, поделиться этим. То есть это могут быть сухие факты какие-то там о том, что вы были в его жизни там. Но вот это вот внутреннее его ощущение какого-то волшебства, он этим ни с кем не будет делиться. Так, ну такой сегодня у меня расклад какой-то получился, девочки. Так, надеюсь, Елена, у вас этот расклад, ну, может, порадовал, не знаю, может, озадачил, да. По крайней мере, может, полезен оказался вам, интересен. И не каждая встреча оставляет после себя изменения, да. Но иногда человек становится для нас точкой, после которой мы начинаем иначе смотреть на то, что раньше казалось привычным. И тогда важен не вопрос, сколько времени вы провели вместе, а важно то, что произошло с человеком после этой встречи. Вы тут запустили в нем грандиозные изменения. Тут по всем фронтам я вам хочу сказать. Настоящее влияние проявляется не в красивых словах и не в обещаниях, а в том, что человек начинает чувствовать, понимать и выбирать иначе. И если между его до и после действительно появилась разница, а мы видим, там разница сумасшедшая появилась, значит, ваша встреча стала для него чем-то большим, чем просто эпизодом. Иногда человек уходит из нашей жизни, но то, что он изменил в нас, оно остается. Все, мои хорошие. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.
И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.